размер 9 сантиметров по подошве. Ярнат джинс у меня молочная, коричневая и черная, глазки и мордочку вышивала. А сами пинеточки я взяла, покупала ее в Польше, в Экшене. Это акриловая пряжа, но она очень мягкая, она очень приятная к телу. Это абсолютно не тот акрил, который, ну, вот, скрипит и какой-то вот неприятный по ощущениям. Очень приятная пряжа. И здесь на 100 грамм 238 метров. То есть я не знаю, как это рассчитать приблизительно. Вот, вязать я буду крючком номер 4. Вот, и поэтому приблизительно можно брать вот такую вот пряжу, для того, чтобы сохранить те размеры, которые у меня. На 100 грамм 238 метров. Очень мягенькая, очень приятная к телу. Ой, итак, понадобится нам еще дополнительно ножницы, обычная иголочка для пришивания, также клей. Вот, и два вида крючка, это 4 и 3. Итак, начинаем с подошвы. Значит, я набираю, и крючок я беру 4. Полностью пинетки я буду вязать 4. Я набираю 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Набрала цепочку из 10 воздушных петель. С 3 петелечки я провязываю. В 3 петельку я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Дальше по цепочке я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В последнюю петельку я провязываю 6 столбиков с накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь провязываю по второй стороне цепочки, провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подтягиваю хвостик. И теперь в последнюю петельку я провязываю 3 столбика без накида. Ой, 3 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2 и 3. Теперь я делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот у нас первая и вторая петелька. Я делаю в первую петлю предыдущего ряда соединительный столбик. Первый ряд провязан. У нас получается 24 столбика. Второй ряд я набираю 2 воздушные. В эту же петельку я провязываю прибавку. В следующую прибавку.
2 столбика с накидом в одну петлю. И еще одну прибавку, 2 столбика с накидом в одну петлю. Теперь по цепочке провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше провязываю 6 прибавок подряд. Так, первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. Дальше провязываю по цепочке 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До конца остается 3 петельки. В эти 3 петельки я провязываю прибавки. В каждую петлю 2 столбика с накидом. Раз прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. И теперь делаем воздушную петлю, вернее, соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда, в первый столбик предыдущего ряда. Вот в первый столбик предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Провязан второй ряд, во втором ряду у нас 36 столбиков. Третий ряд. Итак, начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду я делаю одну воздушную петельку. И в этот же столбик я провязываю столбик без накида. Затем в следующую прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую столбик, в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше столбик без накида и в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем так. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 полустолбика с накидом. 1, 2. И 1 столбик с накидом. Теперь вяжем по схеме. Столбик с накидом, прибавка, так повторяем 6 раз. Итак, столбик с накидом, в следующую прибавка, 2 столбика с накидом в одну петлю. Дальше опять столбик с накидом, в следующую прибавка. Это второе повторение. Столбик с накидом, прибавка, третье повторение. Опять столбик с накидом и прибавка, это четвертое повторение. Дальше столбик с накидом, прибавка, это пятое повторение. И столбик с накидом и прибавка, шестое повторение. Теперь по второй стороне я провязываю зеркально. Столбик с накидом, 2 полустолбика с накидом, и 3 столбика без накида. Так, не захватила ниточку. Раз, два, 3.
И дальше вяжу по схеме столбик без накида, прибавка. Так повторяем 3 раза. Так, первое повторение, столбик без накида, прибавка. Второе повторение и столбик без накида, прибавка. Третье повторение. В первую петлю предыдущего ряда, в первый столбик предыдущего ряда я делаю соединительный. Подошву мы с вами провязали. Теперь вяжем стеночки. Переходим на стеночки. Четвертый ряд я буду вязать за заднюю стеночку петли. Поднимаюсь на 2 воздушные. У нас получается в третьем ряду 48 столбиков. Поднимаюсь на 2 воздушные петли. И дальше провязываю за заднюю стеночку петли 48 столбиков с накидом. Вот я за заднюю стеночку, я провязываю столбик с накидом. За заднюю стеночку петли. Так нужно провязать полностью ряд. Вот без прибавок и убавок. Вот, провязываю я в каждый столбик. Давайте так провяжем. Давайте так провяжем до конца, за заднюю стеночку петли. Довязала я до конца. Теперь считаю 1, 2. И вот в первый столбик предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Все, первый ряд провязан. Вернее, четвертый ряд провязан. Четвертый ряд и первый ряд стеночки. Но так как мы продолжаем с вами вязать, то это будет уже четвертый ряд. Пятый ряд делаю одну воздушную. И провязываю без прибавок и убавок 48 столбиков без накида. Я в эту же петельку провязываю столбик без накида. Все, и теперь провязываем ряд столбиками без накида. 48 столбиков без накида должно получиться. Все, давайте так провяжем до конца ряда. Давайте так провяжем.
Так, довязала я 5-й ряд. Теперь делаем соединительный столбик в первый столбик предыдущего ряда. Вот так вот. Все, провязали мы 5-й ряд, 6-й ряд. 6-й ряд мы вяжем столбиками с накидом. Я набираю, вернее, 2 воздушные петли. Теперь провязываю 14 столбиков с накидом в эту же петлю, так как у нас столбик, 2 воздушные петли не считаются как столбик с накидом, поэтому в эту же петлю я провязываю столбик с накидом. И так нам нужно провязать их 14. Первый провязан, второй, третий. Давайте так провяжем. 14. Так, провязали 14 столбиков с накидом. Теперь провязываем 10 убавок подряд. Делаю накид. В следующую петлю провязываю, ввожу крючок и провязываю только накид. И оставляю петельку на крючке. Делаю опять накид. В следующую петлю провязываю только накид. 2 петли на крючке провязываю вместе. Так нужно провязать 10 убавок. Первую мы провязали, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. И до конца ряда я провязываю 14 столбиков с накидом. Давайте провяжем. Итак, я довязала. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда, в первый столбик. Все, вот такая вот получается у нас пинеточка. Так, и теперь 7-й ряд. 7-й ряд я делаю воздушную. В этот же столбик я провязываю столбик без накида. Кстати, в 6-м ряду у нас получается 38 столбиков. И 7-й ряд провязываем без прибавок и убавок 38 столбиков без накида. Давайте так провяжем по кругу 38 столбиков по кругу.
Итак, довязала я. И теперь опять делаю соединительный столбик в первый столбик предыдущего ряда. Вот провязали мы следующий 7-й ряд. 8-й. В 8-м ряду мы будем вязать столбики с накидом. Я делаю 2 воздушные. В этот же столбик я провязываю столбик с накидом. И дальше нам нужно провязать 9 столбиков с накидом. Первый я провязала, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Вот теперь провязали мы 9 столбиков с накидом. Теперь провязываем 10 убавок подряд. Делаю накид и провязываю точно так же 10 убавок подряд. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9 и 10-я убавка. Теперь до конца ряда я провязываю 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Делаю соединительный столбик вот в первый столбик предыдущего ряда. Вот так. Итак, провязали мы еще один 8-й ряд. В 8-м ряду получается 28 столбиков. Теперь 9-й и последний ряд я провязываю столбиками без накида. Делаю одну воздушную, провязываю сюда же столбик без накида. И дальше без прибавок и убавок я провязываю 28 столбиков без накида. И затем закрепляем, делаем соединительный столбик и закрепляем ниточку, прячем. Давайте так провяжем.
Итак, связала я, спрятала уже ниточку. Вот такая вот получается пинеточка. Вот. И теперь давайте с вами вернемся к 4-му ряду, там, где мы переходили к подошве. И у нас есть передняя стеночка. И мы за эту переднюю стеночку провяжем с вами тоже еще один ряд. Этим же крючком, 4-очкой, я присоединяю к 4-му ряду, делаю воздушную и провязываю сюда же столбик без накида. И ввязывая хвостик, хвостик вяжу вместе с деталью, провязываю просто за переднюю стеночку, вот за переднюю стеночку провязываю столбики без накида. Не затягиваю, вяжу очень легко. Очень легко вяжу, хвостик вяжу вместе, чтобы потом его не прятать. Вот, давайте так провяжем. Вот, полностью ряд. Давайте так провяжем полностью ряд. Итак, связала я подошву. Вот такая подошва получается. И вот такая вот у нас верхушечка. Вот такая вот пинеточка. Теперь давайте с вами вышьем аппликацию медвежонка. Вот такую мордочку медвежонка и пришьем ее. Для этого я беру крючок номер 3, убираю пока пинетку. И давайте возьмем с вами коричневую пряжу. Итак, набираю я крючок номер 3, набираю я 2 воздушные петли в кольцо амигуруми. Вот так. И теперь в колечко я провязываю 12 столбиков с накидом. Немножко вот так увеличу. Вот, делаю накид,
И вот в колечко я провязываю 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Стягиваю колечко. Вот, и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда, в первый столбик. Первый ряд готов, второй ряд. Второй ряд я провязываю все 12 прибавок подряд. Я делаю 2 воздушные. В этот же столбик я провязываю 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Так как 2 воздушные петли не считаются столбиком с накидом. И дальше я провязываю в каждый столбик 2 столбика с накидом. Должно получиться 24 столбика. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, я провязала. Теперь делаю соединительный столбик вот в первый столбик предыдущего ряда. Соединила. Второй ряд готов, третий ряд. Третий ряд мы будем с вами вязать таким образом. Делаю одну воздушную. В эту же петельку я провязываю столбик без накида. Дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше столбик без накида. В следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять столбик без накида. В следующую 2 столбика без накида в одну петлю. И еще это третье повторение, и еще одно повторение. Столбик без накида и прибавка. Теперь будем вязать ушко. Значит, ушко будет у нас состоять из 10 столбиков с накидом в одну петлю. Вот в следующую петельку я делаю накид и провязываю 10 столбиков с накидом в одну петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот провязали мы ушко. Теперь следующую, вот следующая петелька, я провязываю столбик без накида. В следующую прибавка. Опять столбик без накида.
следующую прибавка. Дальше провязываем второе ушко. Делаю накид. В следующую петельку я провязываю 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязала я второе ушко. Теперь до конца ряда я делаю 4 повторения. Столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка и столбик без накида, и в следующую прибавка, в последнюю. Все, теперь я обрезаю ниточку и делаю соединительный столбик вот с первой петлей предыдущего ряда. Делаю соединительный и фиксирую ниточку. Все, ушки наперед выгинаю, и вот такая мордочка получается. На обратной стороне я завязываю хвостики, только не слишком затягиваю, просто чтобы зафиксировать. Вот так. Теперь давайте свяжем белую мордочку. Итак, начинаю вязать мордочку. Я набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь со второй петли я провязываю прибавку, затем столбик без накида, в последнюю провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше столбик без накида по второй стороне и в конце прибавка. Вот первый ряд провязан. У нас получается 10 столбиков. Второй ряд провязываю в первый столбик прибавку. Затем еще одну прибавку. Затем столбик без накида. Затем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая. Столбик без накида и последнюю 2 прибавки. Все, вот такая мордочка получается. Я обрезаю и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И фиксирую. Вот так. Теперь с обратной стороны я тоже фиксирую ниточки.
Все, мордочка готова. Теперь давайте вышьем носик, носик и ротик и глазки. Итак, я приготовила черную пряжу Yarnard Jeans. И теперь буду вышивать. Носик я вышиваю вот за последний ряд. С внутренней стороны вставляю. Вот. Оставляю хвостик. И вот так вот через 4 петельки просто провязываю мордочку. Так делаю несколько раз. Теперь вставляю вот. Все делаю приблизительно и посерединке провязываю, прошиваю мордочку. И теперь вышиваю ротик. С одной части, теперь с другой части. На серединку. Вот, и затем вот под ниточку вставляю 2 раза в одну, в один стежок и 2 раза в другой стежок. Вот, и вывожу. Все, такая мордочка получается. Давайте завяжем ниточки. Итак, мордочку я вышила. Вот, и теперь нам нужно приклеить и пришить вот к нашей основной детали. Я серединку приклеиваю, а по краям пришиваю, чтобы плотно держалась серединка. Поэтому давайте так сделаем. Пришивать я буду обычной иголочкой, вот, и двойной ниточкой. Вот обычной ниточкой и иголочкой.
Итак, вышила я глазки, пришила мордочку. Глазки вышиваю тоже несколькими стежками, тоже чтобы они были просто симметрично к мордочке и к ушкам. То есть несколькими стежками, 4 или 5 стежков я делаю на глазки, просто чтобы они были симметричны. Все, и теперь давайте с вами приклеим и пришьем точно так же, как и мордочку к нашей пинеточке. Мордочка, вернее голова мишки, она должна быть на краю, там где у нас бортик. Вот наш бортик, и вот конец мордочки. Вот. И вот мы должны посерединке приклеить и пришить. Я то же самое делаю, как и с мордочкой. Сначала приклеиваю, потом по краям пришиваю. Ушки я не приклеиваю и не пришиваю. Они у меня вот так вот. Я их сзади ушек тут просто прошиваю ниточкой. И все, они вот так вот у меня торчат. Вот так посерединке. Давайте приклеим и пришьем. Итак, связала я вторую пинеточку. Вот так она легко и быстро вяжется, оформляется. Вот, давайте посмотрим вторую. И вот такие вот пинеточки. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.